Ее называли самым одаренным ребенком Турции, а каждый ее экранный плач приносил продюсерам миллионы. Но как живет Берин Гөкилдес сегодня, когда гаснут камеры? Мы заглянем за кулисы жизни самой богатой юной актрисы страны. Роскошные особняки, закрытые вечеринки и банковские счета, которым позавидуют взрослые звезды. Добро пожаловать в мир золотой девочки турецкого кинематографа в 2025 году. Путь Берин к богатству начался, когда ей было всего 5 лет. Пока ее сверстники играли в куклы, она подписывала свои первые контракты. За роль Мелек в сериале «Мама» юная актриса получала гонорары, которые на тот момент были рекордом для ребенка в Турции, около 35 тысяч лир за одну серию. К 7 годам ее съемочный график был расписан на годы вперед. Успех сериалов «Моя дочь» и «Сироты» закрепил за ней статус самой высокооплачиваемой маленькой актрисы. К моменту окончания начальной школы на счету Берин уже накопилась сумма с 6 нулями в долларовом эквиваленте. Родители Берин взяли на себя роль финансовых управляющих, превратив ее талант в настоящую семейную империю, где каждый новый проект увеличивал стоимость ее личного бренда в геометрической прогрессии. Заработанные миллионы позволили семье Берин не просто улучшить жилищные условия, а переехать в один из самых престижных и охраняемых районов Стамбула. В 2025 году ее дом – это не просто здание, а символ статуса. Современный особняк выполнен в стиле хай-тек с огромными панорамными окнами, из которых открывается вид на Босфор или зеленые холмы элитного пригорода. Особое внимание уделено личному пространству актрисы. Ее комната – это полноценная студия, где есть все для создания контента, профессиональный свет, акустика и зона для отдыха. Интерьер выполнен в светлых тонах с элементами современного искусства, а площадь ее гардеробной может сравниться с размерами средней городской квартиры. Здесь хранятся наряды для красных дорожек и повседневные вещи от топовых брендов. Территория вокруг дома скрыта от посторонних глаз высоким забором и системой безопасности, обеспечивая Берин ту самую приватность, которой ей так не хватало в детстве на съемочных площадках. Повзрослевшая Берин Гөкилдес в 2025 году диктует моду новому поколению. На смену наивным детским платьям пришли образы, которые стоят $1000. Ее гардероб – это смесь высокой моды и эксклюзивного стритвира. В повседневной жизни Берин предпочитает такие бренды, как Prada и Miu Miu, а ее коллекция кроссовок из лимитированных серий Nike и Jordan оценивается в десятки тысяч лир. Особое место в ее стиле занимают аксессуары. Выходы на красной дорожке сопровождаются ювелирными украшениями, стоимость которых часто превышает годовой доход обычного жителя Стамбула. Но Берин не просто тратит деньги на одежду, она сама является лицом рекламных кампаний. Мировые косметические бренды и турецкие модные дома платят ей огромные суммы за то, чтобы она появилась в их нарядах в своих социальных сетях. Каждое ее появление на публике – это тщательно продуманный коммерческий проект, где цена одного аксессуара может достигать 100 тысяч лир, подтверждая ее статус золотой девочки индустрии. Жизнь вне съемочной площадки для Берин в 2025 году – это череда путешествий, которые соответствуют ее звездному статусу. Она не посещает обычные туристические места. Ее отдых – это приватность и максимальный комфорт. Лето актриса традиционно проводит на элитных виллах Бодрума, где аренда за неделю может стоить несколько сотен тысяч лир. Здесь, вдали от папарацци, она наслаждается прогулками на частных яхтах по Эгейскому морю. География ее поездок давно вышла за пределы Турции. В ее блоге мелькают кадры из люксовых отелей Дубая и Парижа, где она выбирает только 5-звездочные резорты с лучшим сервисом. Перелеты бизнес-классом и VIP-обслуживание в аэропортах стали для нее привычной рутиной. Это глава о том, как юная звезда восстанавливает силы после изнурительных съемок, окружая себя роскошью, которая доступна лишь единицам в ее возрасте. В 2025 году Берин Гөкилдес – это уже не просто актриса, а полноценный бизнес-бренд с многомиллионным оборотом. Если раньше ее основным источником дохода были гонорары за съемочный день, то сегодня структура ее капитала стала гораздо сложнее и масштабнее. Социальные сети Берин превратились в мощную рекламную площадку. Имея миллионы преданных подписчиков в Instagram и TikTok, она монетизирует каждый свой пост.
Одна рекламная интеграция в сторис у звезды такого уровня стоит сотни тысяч турецких лир, а долгосрочные контракты с косметическими гигантами и брендами молодежной одежды приносят ей стабильный доход, исчисляемый миллионами долларов в год. Родители Берин, которые с самого начала грамотно управляли ее карьерой, в 2025 году создали целую структуру для инвестиций. Заработанные на сериалах деньги не просто лежат на счетах, они вложены в акции технологических компаний и коммерческую недвижимость Стамбула, которая сдается в аренду крупным офисам. Кроме того, Берин активно развивает собственные коллаборации. Ее лицо на билбордах по всей стране рекламирует все, от смартфонов до банковских услуг для молодежи. Таким образом, даже если она решит взять перерыв в актерской карьере на несколько лет, ее финансовая империя продолжит работать на нее, обеспечивая уровень жизни, сопоставимый с голливудскими звездами. Подводя итоги к концу 2025 года, эксперты оценивают чистое состояние Берин Gökildız в сумму, превышающую $5 миллионов. Для 16-летней девушки в Турции это беспрецедентный показатель. Но за блеском золотых цифр скрывается важный вопрос: что ждет золотую девочку дальше? В своих интервью Берин все чаще намекает на желание получить профессиональное образование за рубежом, в Нью-Йорке или Лондоне, чтобы выйти на международный уровень и покорить Netflix и мировые кинофестивали. Несмотря на колоссальное богатство и возможность никогда больше не работать, Берин сохраняет невероятную работоспособность. Она тщательно выбирает роли, отказываясь от проходных проектов в пользу глубоких драматических образов. Ее жизнь – это баланс между роскошными вечеринками в элитных клубах Стамбула и многочасовой учебой с репетиторами. В 2025 году она стоит на пороге взрослой жизни, владея активами, о которых большинство людей могут только мечтать. Стоило ли потерянное детство такого успеха? Глядя на уверенную в себе молодую женщину, которая сама управляет своей судьбой и капиталом, ответ кажется очевидным. Берин Gökildız доказала, что талант, помноженный на грамотное управление деньгами, способен превратить маленькую девочку из драмы в самую влиятельную юную леди страны.